Чуваки, всем привет! Именно досмотрев до конца это видео, я уверен, что вы сможете почерпнуть для себя что-то новое. Быстро переходим от слов к гайду. Первое. Выбор персонажа. Начнем с азов. Чтобы взять мастера, вам нужно найти своего персонажа в игре Realm Royale. Я понимаю, что вы считаете себя профессионалами и соответственно умеете играть всеми персонажами. Но все же вам нужно найти самого удобного персонажа, чтобы вы чувствовали себя отлично как на ближней дистанции, так и на дальней. Не нужно мучить себя и играть за Сина, если у вас не получается. Хоть это и один из сильнейших персонажей, и за него играет большинство игроков. Нравится маг? Играйте за мага. Сложно за него играть на дальнем расстоянии? Не играйте. Заманивайте врагов в дома и разбирайте их на короткой дистанции с электрического посоха. Это вам мой совет. Или же подбирайте лук или снайперскую винтовку, но это крайний случай. Урон все равно будет меньше, чем у Сина, который вкачал себе снайперскую винтовку в вооружение. Играйте размеренно своим персонажем, вы должны привыкнуть к нему. Даже правильное использование своей базовой способности передвижения в начале игры принесет вам свои плоды. Второе. Схемы в бою на оружие и способности. Когда вы играете за своего персонажа уже продолжительное время, то вы начинаете подбирать ему способности, которые вам нужны и удобны в бою. Перейду от слов к схемам. Скажу вам схемы, которые я чувствую наиболее дисбалансные. Начнем с Сина. Вы кидаете гранату с инвизом и стреляете со снайперской винтовки. Уходите снова в инвиз с помощью способности передвижения. Кидаете откидывающую гранату и стреляете еще раз в человека, который пролетает по воздуху и который уже не сможет изменить свою траекторию передвижения, кроме способностей. На лучнике есть схема, если ее можно так назвать, конечно. На дальнем расстоянии вы стреляете с лука. Кидаете при этом под себя мину. Ну а когда на вас нападают, берете легкий арбалет, делаете кувырок назад, ворот назад, вы меня конечно же поняли. Пользуетесь способностью передвижения под названием стрела и добиваете своего недоброжелателя с арбалета. У воина чуть-чуть посложнее, мне так кажется. Я играю через топор и где только возможно вкачал скорость. Вооружение, и если возможность есть, я качаю ему руны, там скорость передвижения. Поэтому способность поддержки у меня щит. Это помогает хорошо залетать в прыжке и быстро мансовать. Никому не привычно видеть столь большую скорость, поэтому многие промахиваются, но не все. В качестве способности атаки я по большому счету всегда использую череп хаоса. И тут ничего сверхъестественного. Приходится залетать в дома, подхватывать атаки врагов, не находиться на открытой местности. Скажу одно, воином играть всегда весело. Также можно использовать отхил на воина, он тоже здорово вам поможет, когда вы рашите врага. Перейдем к магу. Я посоветовал бы вам использовать станцию на отхил и выставить вооружение способность на нее. И чтобы ковалась она тоже первой. На атаку я бы вам посоветовал использовать турель, в идеале легендарную. От эпической мало толку. Мне кажется, что эпическая она сносит по 120 хп, и ее можно поставить только одну. Мне кажется, от нее мало толку. Если ее нет, то воспользуйтесь способностью порыв души. Она сносит очень много хп. А если точно, то легендарная способность сносит ровно 700 единиц хп. Вернемся. Если вы нападаете на врага, то сначала ставите турель. Затем стреляете около 3 выстрелов, ставите станцию на отхил и зажимаете с электрического посоха. Для этого еще в идеале, чтобы у вас была руна вампиризма или на исцеление. Если они вместе, то вы практически неубиваемы, если будете делать все правильно. Мы этому уделили очень большое время, и я надеюсь, не зря. Многие из нас не используют полностью возможности, которые нам позволяет игра, и я в этом вам немного попытаюсь помочь. Хочу заранее сказать, что если вы новичок, то не стоит переходить к этой игре, которую я описал только что. Начинайте смотреть гайды сначала.
Ссылки будут в правом верхнем углу. Посмотрите, зайдите. Надеюсь, вам понравится то, что я там для вас приготовил. Продолжим. Третье. Лутать аирдропы и переходить от кузницы к кузнице. Почему я решил уделить этому особое внимание? Да потому что вместо того, чтобы тратить время на обычные ящики, искать там руны и нормальный дроп, можно залутать аирдроп, из которого падают и по 2 руны, и по 2 оружия. Ну это как вам повезет. И даже если вам не понравится то, что выпадет из него, то можно все сломать и в кузнице скрафтить уже нормальное оружие своего класса. А вы лутаете аирдропы? Ответьте в верхнем правом углу на опрос. Хочу узнать, кто это делает и с какой периодичностью. Перемещайтесь от кузницы в кузницу, как минимум для того, чтобы скрафтить как минимум броню. Тем более в кузницах вы сможете встретить уже серьезных соперников, которые крафтят оружие, и заставите их в неловкий момент. Ведь бывает такое, для того чтобы скрафтить, вы ломаете свои способности. Дополнительно оружие, но в крайнем случае способности передвижения. Поэтому вы будете иметь какое-никакое превосходство, но только при том условии, что это не ловушка. Четвертое. Использование коня, чтобы напасть, догнать курицу. Вы, наверное, уже замечали, как грамотно более профессиональные игроки пользуются своим скакуном, чтобы убить курицу. Ну или нанеся большой урон, сокращает максимально дистанцию со своим соперником, чтобы добить его до того, как он полностью отхилится. Ну или же превращая вас в курицу, сразу садится на коня и настигает. Вы должны тоже пользоваться этим в полной мере. Если вы стреляете со снайперки, сносите какое-то количество хп и чувствуете в себе уверенность, что вы справитесь с врагом, то садитесь на коня и околесными путями к нему направляйтесь. Именно так, потому что если вы поедете напрямую, то возможно вас встретят, и я бы сказал, не очень дружелюбно. Пятое. Мансование курицей. Даже профессиональных игроков убивают, но они каким-то великолепным способом выживают. Скажу свое мнение по этому поводу. Естественно, профессионалы должны уметь правильно и хорошо мансовать курицей, знать, когда использовать ПКМ, знать, куда бежать. По большому счету это достигается, когда вы получаете и накапливаете свой опыт. На видеофрагменте вы видите, как мансую я и какие стечения ситуаций бывают. Как нужно себя вести. Есть курицы, которые не издают звука, когда вы стоите на месте. А есть курицы, которые орут как оголтелые, но у них есть свое преимущество, они очень маленькие. Есть такой пример, как курица под названием Плюшевый Мистер. Она реально малюткая, но кричит как коршун. Если вы играете в скваде, бывает такое, что у вас остается 3 секунды в состоянии курицы. Вы не должны при этом продолжать убегать, вы уже можете полноценно помогать своей команде. Можно также в последние секунды спрятаться за союзником, а потом полноценно встать в строй. Если вы тоже мансуете курицей, то ответьте на опрос, который будет справа вверху. Это будет хоть какая-то обратная связь со мной. Это очень для меня важно. Также бывает, когда сшибают людей на большом расстоянии, и они остаются на открытой местности. Люди вроде как и опытные, но начинают использовать двойные прыжки, бегать из стороны в сторону. Из этих двух правильным будет бег, а не прыжки. При беге вы можете полноценно изменить свое направление в любой момент, а при прыжке ваша неуязвимость равна нулю. Шестое. Киллбар. Для меня это было топовое открытие, когда я начал им полноценно пользоваться. Расскажу вам его устройство. Во время катки вы обращаете внимание на людей, которые чаще всего убивают. К примеру, вы видите, что один человек убивает двоих, троих, а затем и четвертого человека. Начинаете изучать его сет. К примеру, снайперская винтовка, то 80% это убийца. Если вы видите вторым оружием он убивает фамильным ружьем, то проценты уже возрастают. Это дико помогает. Бывает и такое, когда происходит файт, вы понимаете, что в катке есть охотник, который дико имбует с легким арбалетом. То если вы влетаете на двоих людей, которые воюют первой, и приоритетной целью для вас будет охотник, когда остаетесь вчетвером, к примеру,
Вы видите, что человек бегает с мячом. В уме сразу держите. Так, этот человек, возможно, будет ловить вас на короткой дистанции. И делайте все, чтобы этого избежать. Или придумайте альтернативу из таких способностей, как мина и сеть, которые затормаживают соперника. Это будет для него сюрпризом. А перед тем, как мы перейдем к следующему пункту, напишите комментарий по поводу услышанного. Было ли для вас это важным и помогает ли это вам в игре? Может быть, для вас это тоже было каким-то интересным открытием. Жду комментария. Сейчас напишешь комментарий и мы продолжим. Ну пиши, я жду. Видео там сверни сначала, напиши коммент и продолжим. Ладно, я тебе и так поверю, что написал. Красавчик. 7. Правильное позиционирование. Сразу могу сказать, это достигается с опытом и с правильным пониманием игры. У меня есть некоторые правила, по которым я действую. Если я слышу, что два человека воюют, и если местность открытая, я пробегаю по радиусу, а не напрямую, и захожу либо в спину, либо чтобы враги были по одной линии. Чтобы вам было понятно объяснить, я забегаю так, чтобы когда по мне стрелял дальний соперник, то попадал в другого соперника, который находится ближе ко мне. Надеюсь, вам понятно. Это будет продемонстрировано в видео. Можно дождаться, пока один из соперников превратится в курицу, но это нежелательно, так как он может успеть отхилиться. Вам нужно научиться ловить момент. Но это не совсем честно, поэтому не делайте так часто, это некрасиво, по моему мнению. Но я говорю вам, как эффективно занимать первые места. Но при этом, когда вы залетаете, можете попасть на такого же человека, который услышит файт. Так что, будьте во всеоружие, когда превращаете врага в курицу. Также бывают такие моменты, когда не стоит врываться в дома, замки, будучи неподготовленным воевать на коротком расстоянии. Лучше немного обождать, дождаться человека и воевать в более благоприятных условиях. По этому поводу можно говорить очень много и разбирать каждый случай. Можете заманивать сильных соперников в дома и убивать их там, как продемонстрировано в видео. На открытой местности у меня не было шанса, а в доме я главный. Большое вам спасибо за просмотр. Для вас, мои друзья, я делаю субтитры в видео, заливаю это видео в 4К. Да и все прошлое видео у меня в 4К. Для того, чтобы вы наслаждались качеством, которое я могу продемонстрировать вам на моем слабеньком оборудовании. Приходите ко мне на стрим, задавайте вопросы. Мне очень важно получать от вас обратную связь. Если вы с чем-то не согласны, то это хорошо. Значит, у вас есть свое мнение по этому поводу. Но я старался изложить свои мысли именно так, а не для кого-то, чтобы кому-то угодить. Не забывайте после видео поставить лайк, подписаться на канал. И не забывайте про царь колокол и оставляйте свой комментарий. Всем пока.